Друзья, всем привет! Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. Я сейчас, видите, сижу в шубе на остановке в Турции и еду в Санкт-Петербург. Покажу, как можно доехать до автобуса Хавамаш, который идет в аэропорт. Автобус идет от Сая парка. Я сейчас сижу на конечной остановке автобуса и сяду на какой подойдет. Идет до Сая парка десятка, 25 и 26. Все, друзья, ждем автобус. Я села в автобус номер 10 и буду ехать в сторону Сая парка. Пожелайте мне хорошей дороги, легкого пути. Мы будем все снимать и в аэропорту, и сниму там, где Хавамаш. Хочу показать, вот этот мост, была сель проходила, и вся вода, вот эта грязь вся сюда выходила. Но сейчас уже все убрали, все чисто. Я приехала к Сая парку. Вот по левой стороне здесь банкоматы и ПТТ. Это центральная почта. Но мне нужно перейти дорогу к Хавамашу, и вот сюда я пойду. Можно, конечно, обойти вокруг это здание, но я пройду сюда. Я пришла уже к автобусу. Вот такой автобус идет, Хавамаш. Он останавливается, вот это Сая парк. И ниже, вот здесь, его остановка. Идет он в Чукурова. Каждый час отправляется. И днем, и ночью. Сижу на скамеечке, жду автобус. Он пока еще не отправляется. Так ездят громко мопеды эти с доставкой. Билеты здесь у Сая парка не продают. Продают на следующей остановке. Следующая остановка — это будет торговый центр «Форум». И вот там заходит контролер и продает билеты. До аэропорта Чукурова. Там я покупаю билет. Хавамаш идет вот такой удобный, комфортабельный салон. Приятно сидеть. Все очень хорошо. Стоимость билета мне водитель сказал, что стоит 340 лир. Ну, посмотрим. Мы доедем до форума, и там я куплю билет. Автобус, как всегда, отправляется минута в минуту. Вот это я проезжаю мимо Сая парка. Вот такой он красивый, Сая парк. Видите, дорога свободная. Хорошего мне пути. Автобус заезжает к форуму. Здесь будем покупать билеты. Там, я смотрю, народ уже стоит. Будет посадка. Я купила билет. Стоимость билета 340 лир на сегодняшний день. Ну, я почему-то удивилась, что платить не наличными нужно, а с картой. Поэтому смотрите, друзья, если у вас только наличные, я не знаю, это всегда так действует или просто сегодня как-то, имейте в виду, что нужна карта турецкого банка. Людей сегодня немного, я смотрю, вот девушка ходит, продает билеты. Почти пустой автобус. По времени автобус возле форума стоит где-то минут 30. Все, поехали в аэропорт Чукурова. Ну вот и аэропорт. Вся поездка заняла 1,5 часа. В аэропорту очень жарко. Я подошла к стоечке, посмотрела, но еще регистрации пока нет, поэтому пройдем по самому аэропорту. Я вам покажу, какой он изнутри.
чтобы вы ориентировались потом. Табло висит очень высоко. Конечно, очень сложно разглядеть, если зрение плохое. Вот так выглядит регистрация. Ну а здесь типа duty free. Сейчас пройдем, посмотрим, что там есть, что продают. Пока есть время, погуляем с вами. Есть кафе, кофейня. Можно зайти посмотреть, что они здесь предлагают. Вот такие цены. Пирожное чизкейк. Внизу лежит 300 лир. Вот это 330 лир цены. 300, 340. Ну, в общем, такая цена. По 265. Вот такие на палочке. Кейк-попска. Ну и такой тортик. 185 лир. Есть островки с разной бижутерией. Всякие брелочки, сумочки. Дальше там, я смотрю, аптека. Есть место, где посидеть можно немного. Так, сейчас пройдемся. Продают турецкие сладости. Ну, вот такая коробочка. 480 лир. Конечно, в аэропорту намного дороже все идет. 1100 лир. Цены разные. Хочешь балдок? Девочки, посмотрим, что еще есть. Конфетки. Ну, также сладости. Побольше коробочки с фисташкой 1500 стоит. Вот такая еще коробочка есть. Видите, 760 лир. Ну, если подороже, по 2600 лир. Также это все с фисташкой. В общем, разные сладости, тортики, мороженое есть, кафешечки. Сам аэропорт небольшой, это новый аэропорт. Ну, пара киосков того всего. Попить кофе, перекусить, какой-то сувенир купить. В общем, маленький. Это не в Стамбуле, конечно. Еще вот такая кафешечка. Немного побольше сама. Ну, в принципе, и все. Кексики по 250, по 320. Кусочки торта. Можно салатик взять. Также цены, видите, 500 лир набор, 450 лир. Перекусить есть с сыром салат за 400 лир. Ну и мясные такие нарезки, рыбка. Пиццу можно взять. Все, пирожки. Очень много всего такого. Булочки, видите, бутерброды по 300 лир, 450. В основном все одинаковая цена практически. Ну, вот такие еще булочки по 450 лир. Нет, здесь еще чуть дальше сладости турецкие. Но вовнутрь не буду заходить. Вот так витринка у них оформлена. Красиво. И еще один киоск. Вот и весь аэропорт. Когда пройдете регистрацию, нужно заходить, проходить контроль. В общем, вот такой весь аэропорт. Он небольшой. Конечно, не сравнить со стамбульским аэропортом. Я показала аэропорт до регистрации, но потом, когда пройду регистрацию, пройду чистую зону и покажу вам вторую половину, что там есть. Ну, хочу показать вторую половину аэропорта. Это когда регистрацию пройдете. Вот так она выглядит. Также зал ожидания большой. Пару кафешек, Starbucks, кофе попить. В общем, больше ничего и нету. Села в самолет, ну, как всегда, с опозданием на 50 минут, ну, даже больше уже. Разница между рейсами 2 часа. Вот не знаю, успею, не успею. Ой, в общем, дай бог, чтобы и там задержали рейс. Лечу одной компании, поэтому не знаю. В общем, нервов куча. Вот такие перелеты. Dear passenger, for your own safety, please keep your seatbelt fastened and remain seated until the seatbelt sign has been switched off. Как красиво вечером. Темно. И все в огнях. Очень красиво.
Не получилось сегодня пройти и снять дьюти-фри и вообще все остальное. Самолет опоздал на 1,5 часа. Прилетели в Стамбул, и хорошо возле стойки был диспетчер, наверное, этой компании. И нас провели через другой вход, через паспортный контроль быстренько. А так, конечно, я бы не успела. Но успела, сейчас сижу у гейта, уже сейчас посадка будет. В общем, такая поездка экстремальная. Не поверите, каждый год с какими-то приколами получается. Ну ладно, надеюсь, дальше долечу, удобно будет, все хорошо. Все. Надеюсь, когда обратно буду лететь, таких приколов не будет. И я пройду по аэропорту, сниму все интересно. В общем, все расскажу. Поездка у меня, конечно, экстремальная. Села уже в самолет, который летит на Санкт-Петербург. Все хорошо, все успела. И смотрите, как буду лететь. 3 места, как королева. Ну вот и Петербург. Идем на посадку. Очень красиво. Все в огнях. Спускаемся все ниже и ниже. Скоро коснемся земли. Осталось несколько метров. Красивый город. Вот она, земля, уже видно все. Все, коснулись земли. Санкт-Петербург. И дальше еще написано город-герой Ленинград. Такой аэропорт. Все в снегу. Санкт-Петербург. Все, я прилетела, иду на паспортный контроль. Слава богу, все хорошо.